В бескрайних просторах Южного Тихого океана, где лазурные воды ласкают берега Кукских островов, находится царство, в котором под поверхностью разворачиваются истории волшебства. Здесь, среди коралловых рифов и сменяющихся приливов, обитают существа невообразительной величины и изящества — киты. Киты с их огромными размерами и загадочным очарованием долгие века занимали почетное место в сердцах и умах человечества. Их присутствие вызывает чувство удивления и благоговения, завораживая воображение как ученых, так и рассказчиков. В этом мире тайн Елена Рейс, опытный морской биолог, погружена в пожизненный поиск, раскрыть секреты этих величественных гигантов. Но прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Лайк», если вы еще этого не сделали, и обязательно подпишитесь, а также активируйте уведомления, чтобы не пропустить новые рассказы. Родившись на суровой границе штата Мэн и Канады, путь Елены в мир морской биологии начался с детства. Притягиваемая зовом моря и загадочным обаянием китов, она посвятила себя пониманию и защите этих нежных гигантов. Отправляясь в очередную экспедицию в глубокие синие просторы океана, Елена сохраняет бдительность, руководствуясь своей страстью к морям и их обитателям, своим путеводным светом. Несмотря на свои колоссальные размеры, киты обладают аурой мистики и мягким нравом, что делает их одними из самых загадочных жителей нашей планеты. Их необычайные черты и любопытные привычки увлекают человека, вызывая живой интерес. Кукские острова, расположенные в Южном Тихом океане, часто становятся свидетелями взаимодействий с этими морскими млекопитающими. Елена Рейс, 50-летний морской биолог, посвятила свою жизнь изучению и защите китов. Родом с границы Мэна и Канады, последние 30 лет она кропотливо документирует множество видов китов, неустанно выступая за их благополучие и безопасность. По словам Елены, одним из самых приятных моментов в ее работе является возможность регулярно плавать рядом с китами. Привыкшая делить воды с этими любимыми созданиями, которых она горячо защищает, она привыкла к их обществу. Однако одна необычная встреча вскоре поставит под сомнение ее представление так, как она никогда не могла себе представить. Елена отправилась на обычное плавание вдоль берегов Ротанга в сопровождении коллег и лодки для поддержки. Тем временем квадрокоптер старательно отслеживал ее движение сверху, пока она плавала рядом с небольшой группой горбатых китов. Не подозревая, что скоро произойдет непредвиденный поворот событий, Елена, оснащенная водонепроницаемой камерой, продолжала снимать образы увлеченных китов. Внезапно огромный самец горбатого кита весом более 23 тонн и длиной не менее впечатляющих 15 метров стал опускаться к морскому биологу. В этот момент Елена поняла, что его поведение было далеко не обычным. Сохраняя спокойствие, она упорно направила объективы на этого огромного кита, фиксируя каждый момент его необычного поведения с непоколебимой решимостью. Несмотря на загадочность действий кита, Елена оставалась невозмутимой, полностью сосредоточенной, пытаясь разгадать тайну его поведения. Елена — непревзойденный эксперт в своем деле плавания с китами, посвятившая свою карьеру этой специализированной области. Вдруг, в резком и пугающем повороте событий, кит столкнулся с Еленой, сильно прижимая ее к поверхности воды. Несмотря на отчаянные попытки Елены уклониться от приближающегося гиганта, ее усилия оказались тщетными. Она не могла освободиться из его захвата. Отчаянно она пыталась укрыться с противоположной стороны кита. Но колоссальный морской обитатель упорно преследовал ее, препятствуя каждому ее движению с неумолимой решимостью. Елена оказалась полностью бессильной перед этим беспрецедентным испытанием. Пока гигантское существо настойчиво отталкивало ее от безопасности лодки, тревога Елены нарастала, охваченная чувством беспомощности. Среди хаоса она боролась с загадочным вопросом: почему кит проявляет такое странное поведение? Сохраняя хладнокровие, несмотря на опасность, Елена опиралась на свой опыт, чтобы разработать стратегический план выживания.
Понимая относительную безопасность пребывания рядом с головой кита, она спокойно заняла это место. Осознавая, что горбатые киты не имеют зубов, а вместо них обладают мягкими китовыми пластинами во рту, она надеялась, что этот расчетливый выбор даст ей лучший шанс выйти невредимой из этого жуткого испытания. Сражаясь, чтобы сохранить самообладание, Елена не могла не задаться вопросом, почему эта беспрецедентная ситуация происходит именно с ней, несмотря на ее обширный опыт общения с китами. На лодке коллеги Елены с тревогой наблюдали за ее движениями через квадрокоптер. Чувство беспокойства овладело ими. Они были бессильны вмешаться и могли лишь быть свидетельствами беды Елены, тяжело переживая и надеясь, что она выйдет из опасной ситуации невредимой. Несмотря на общее правило нырять с напарником ради безопасности, Елена была не одна в воде. Ее напарник, хоть и менее опытный по сравнению с ней, находился рядом. Однако он не мог должным образом оценить серьезность происшествия. Тяжесть положения Елены усугублялась осознанием, что, несмотря на сопровождение, она была фактически одна перед лицом опасности. В необъятных просторах океана сердце Елены сжалось, когда она поняла, что она и киты не одиноки. Их компания теперь была окутана тайной и неопределенностью. Напрягая зрение, чтобы разглядеть дальше, Елена заметила вдалеке еще одну движущуюся тень — второго горбатого кита. Хотя присутствие этих социальных животных вместе не было необычным, поведение этого нового кита резко отличалось от того, который нещадно толкал Елену. Это отклонение показалось ей крайне странным, добавляя еще один уровень сложности к уже и так загадочной ситуации. В присутствии второго кита усилия Елены понять происходящее обострились, но она оставалась совершенно озадаченной. Несмотря на свои знания в области морской биологии, она поняла, что это чрезвычайно редкий и сложный случай, который трудно осмыслить даже специалисту ее уровня. При ближайшем наблюдении за необычным поведением китов Елена обратила внимание на второго кита, который демонстрировал схожее странное поведение. С нарастающим беспокойством она увидела, как кит несколько раз бьет хвостом по поверхности воды, словно отчаянно пытаясь отогнать невидимую угрозу, находящуюся за его спиной. Непостижимые действия обоих китов только усугубляли тайну их поведения, оставляя у Елены больше вопросов, чем ответов, перед лицом этого озадачивающего зрелища. Поглощенная смущением и удивлением, Елена пыталась понять непостижимое поведение, разворачивающееся перед ней. Несмотря на огромный опыт работы морским биологом, среди неопределенности одно становилось ясно. Никто, даже она, со всем своим знанием, не мог разгадать истинную природу того, что происходило в глубинах. Когда Елена выдерживала беспрерывные толчки и давление со стороны кита, она начала ощущать физическую напряженность этого испытания. Напрягая взгляд в сторону, где второй кит ударял хвостом по поверхности, ее сердце ёкнуло при виде еще большей угрозы. На горизонте нависала огромная тигровая акула, известная своей хищной природой и грозным размером. Тигровые акулы представляют собой серьезную опасность для человека. Они могут достигать длины более 4,5 метров. Спуганная, Елена осознала, что ее опасное положение приняло еще более мрачный оборот. Океан, который ранее казался спокойным, теперь походил на коварную бездну. Мысли метались в бешеном темпе. Израненная и измотанная, она отгоняла боль и внимательно наблюдала за горизонтом в поисках хоть какого-то признака надежды. Собрав всю силу воли, она разработала отчаянный план побега, который потребует от нее всего. Когда тигровая акула прорезала воду, Елена приготовилась к самому опасному заплыву в своей жизни. Сделав глубокий вдох, она сразила вперед. Адреналин бурлил в венах, сражаясь с течением. В самый момент начала побега ее внимание привлекла внезапная смена поведения кита. Горбатый кит, почувствовав опасность, изменил курс и встал между ней и акулой. С мощным взмахом хвоста кит создал мощную волну, ударившую в сторону хищника, на мгновение оттолкнув его.
Елена с восхищением наблюдала, как кит занял защитную позицию, оберегая ее от акулы. В этот миг она поняла, что не одна. Хаос вокруг был смягчен молчаливой опекой кита, который дал ей луч надежды среди ужаса. Охваченная благодарностью, Елена почувствовала глубокую связь с этим существом, связь, возникшую в сердце опасности. Под защитой кита она воспользовалась своим шансом. Собрав все силы, она устремилась вверх, будучи намеренной добраться до поверхности. Легкие горели от усилий, она промчалась сквозь воду, глазами цепляясь за далекую лодку, покачивающуюся на горизонте. С возобновленной решимостью она продолжала движение. Но как только она дотянулась до судна, резкая боль пронзила ее ногу. В момент ужаса Елена осознала, что тигровая акула проскользнула мимо кита. Хищник ринулся с ужасающей скоростью. Действуя инстинктивно, она изо всех сил пнула в воду, пытаясь вырваться из смертельной хватки. Вода бурлила и плескалась в яростной подводной борьбе. Кровь окрасила море в мутный цвет. Каждая секунда приближала Елену к изнеможению. Но в самый момент, когда надежда почти угасла, в глубинах раздался оглушительный рев. Акула замешкалась. Елена обернулась и увидела, как горбатый кит мчится к ней на помощь. С огромной силой кит ударил акулу, отправив ее в обратный вихрь пузырей. Море стихло. Сердце Елены бешено забилось от недоверия и облегчения. Она выжила, переполненная эмоциями. Елена испытывала глубокую благодарность к киту, который спас ее не один, а дважды. Посреди опасностей океана красота и чудо продолжают существовать. Это испытание возродило ее чувство предназначения. С непоколебимой решимостью Елена поклялась продолжать свою работу морского биолога, посвятив себя защите великолепных существ, которые обитают в глубинах. Когда лодка направлялась к берегу, она с восхищением смотрела на океан, зная, что получила второй шанс благодаря этим нежным гигантам, которые берегут ее. Каждый аспект происшествия был тщательно запечатлен на камеру. С точки зрения Елены, ее напарника и с дрона. Несмотря на ожидаемый скептицизм в отношении интерпретации событий Еленой, она твердо верит в свою гипотезу, что горбатые киты действительно пытались прийти ей на помощь.